Закавказье и Средняя Азия постепенно отходят от традиционного влияния России. Азербайджан начал масштабный переход своей армии на стандарты НАТО, о чем сообщил президент Ильхам Алиев. В рамках реформ Баку тесно сотрудничает с Турцией, которая помогает адаптировать вооруженные силы под нормы Альянса. По данным осведомленных источников, этот шаг рассматривается как одно из ключевых условий для углубления сотрудничества между США и Азербайджаном, включая расширение военной помощи. Аналогичную трансформацию готовятся начать и страны Средней Азии, давние партнеры России. Если эти планы реализуются, региональные армии постепенно будут выравнивать свои структуры под стандарты НАТО, что усилит влияние США в бывших советских республиках и создаст новые точки напряжения с Москвой. По оценкам источников, таким образом Вашингтон стремится ослабить позиции России на южных рубежах и укрепить западный блок в Закавказье и Средней Азии, создавая новые вызовы для Москвы в военной и дипломатической сферах. Историческое соглашение между Арменией и Азербайджаном включает строительство нового маршрута Трампа – ТРИП. Президент США Дональд Трамп в прямой трансляции из Белого дома на встрече в формате Си5+1 отметил: «Это историческое соглашение включает строительство маршрута Трампа, названного в мою честь. Это действительно большое и значимое событие. Маршрут Трампа во имя международного мира. Он проходит через важнейшие точки мира, включая экономически ключевые, что усилит торговую активность на другом берегу Каспийского моря и поможет странам Центральной Азии. Я оптимистично настроен и верю, что каждая страна сможет извлечь выгоду из мира благодаря этому соглашению». В рамках встречи Трамп также обсудил вопросы углубления экономического сотрудничества и безопасности в регионе, а также развитие цепочек поставок редкоземельных металлов. Ситуация в регионе во многом связана с тем, что в критический момент Россия не смогла оказать Армении значительную поддержку. Это усилило стремление постсоветских государств развивать взаимодействие с Соединенными Штатами Америки. Важным элементом дипломатической истории стала встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана, прошедшая 9-10 октября 2020 года в Москве. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов впервые подробно рассказал о предложениях, выдвинутых российской стороной. Документ, переданный министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, предусматривал прекращение боевых действий с 12 часов ночи в ночь с 9 на 10 ноября. Согласно плану, на восточном участке линии соприкосновения должны были разместиться российские миротворцы и азербайджанские войска, а на западном – российские миротворцы и армянские вооруженные силы. Полное прекращение огня предполагалось без вывода армянских войск с занятых позиций. Эта информация была подтверждена Байрамовым в документальном фильме, показанном на азербайджанском телевидении. Что касается Эммануэля Макрона, президент Франции в ходе многочисленных телефонных разговоров требовал немедленного прекращения военных действий, заявляя, что в противном случае Франция объявит о признании Нагорного Карабаха. На эту угрозу, по словам Джейхуна Байрамова, был дан однозначный ответ. Даже если Франция предпримет такой шаг, это не изменит ситуацию, и в таком случае Азербайджан разорвет дипломатические отношения с Францией, заявил Байрамов в том же эфире. Таким образом, события последних лет показывают постепенный дрейф стран Закавказья и Средней Азии от России и укрепление их взаимодействия с США и НАТО, что формирует новые реалии безопасности и экономики региона, одновременно создавая напряжение для Москвы. Прошел почти месяц со дня применения судом меры пресечения в отношении бывшего главы администрации президента, бывшего президента Национальной академии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева, который находится под домашним арестом. Он обвиняется в попытке государственного переворота и измене. Недавно проправительственное агентство АПА опубликовало факсимильную копию его письма в Москву. Из документа не стало ясно, кому именно адресована программа насильственного захвата власти. Однако появилась информация, что Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре начало масштабное расследование в Национальной академии наук.
По данным ряда СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам присвоения государственных средств в размере 3 миллионов манатов. По делу также проходит брат бывшего министра транспорта Зии Мамедова, бывший депутат парламента Эльтон Мамедов, который при президентстве Мехтиева руководил технопарком при Академии наук. В прессе отмечается, что в действующем парламенте у Мехтиева есть группа депутатов, состоящая из 20-30 человек. Эксперты считают, что одним из способов обновления политической структуры является роспуск Милли Меджлиса и проведение досрочных выборов. На этом фоне появилась информация, что в ближайшее время Ильхам Алиев планирует обновление Центральной избирательной комиссии, председателю которой Мазахиру Панахову исполнилось 75 лет. По некоторым данным, новый состав ЦИК начнет работу в марте 2026 года, после чего президент назначит досрочные выборы в Милли Меджлисе. Многие эксперты отмечают, что только такие меры позволят ослабить влияние внешних игроков в политической сфере Азербайджана. Не исключено, что существующие пророссийские силы в Баку будут проявлять сопротивление процессу нормализации отношений с Арменией и прозападной политике Ильхама Алиева. При этом часть аналитиков рассматривает внутриполитический кризис как стратегический вариант, который может использоваться для балансирования интересов между Россией, Турцией и западными странами. Отдельное внимание привлекает отмена конференции европейских раввинов в Баку из-за проблем с безопасностью. Встреча, запланированная на 3-6 ноября, должна была собрать около 600 участников, включая раввинов, религиозных лидеров, политиков и общественных деятелей из Европы, Израиля, Соединенных Штатов Америки и других стран. Организаторы вложили значительные средства в подготовку. На мероприятии должны были присутствовать главные раввины Давид Йосеф и Кальман Бер, а также израильские министры Амихай Шикли и Амихай Элияху. Конференция была задумана как первый в истории подобный форум в преимущественно мусульманской стране и рассматривалась как пример сотрудничества, взаимного уважения и приверженности общим ценностям, независимо от религиозных и культурных различий. Израильский журналист Натаниэль Трубкин, создатель еврейского дома в Ереване, прокомментировал отмену мероприятия, отметив, что причиной стали сообщения о волне недовольства и угроз сорвать встречу со стороны Турции и Ирана. По его словам, конференция должна была стать первым в исламском мире событием с участием 600 раввинов из Европы, главных раввинов и министров Израиля, а также политическими обсуждениями о возможном присоединении Азербайджана к соглашениям Авраама. Трубкин подчеркнул, что эта ситуация отражает сложность дипломатических и культурных связей в регионе. Страны могут балансировать между различными внешнеполитическими приоритетами, и с точки зрения политики Алиеву, вероятно, придется принимать решения в рамках этих приоритетов. По его мнению, период активного сближения Баку и Иерусалима, вероятно, завершен, а следующая возможность для укрепления взаимовыгодных отношений с Израилем и западными еврейскими кругами может возникнуть через сотрудничество с другими партнерами в регионе, включая Армению. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и Южного Кавказа.